Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание фотографиям в нашем кошельке и поговорим о том, можно или нельзя носить фотографии в кошельке, какие могут быть последствия для вас. Друзья, обязательно просмотрите это видео от начала до конца, будет очень много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Вы знаете, у многих из нас есть такая вот привычка носить фотографии членов семьи или своих любимых в своем кошельке. Вы знаете, конечно же, это очень хорошо, когда вы постоянно помните о своих любимых людях и всегда смотрите на своих родных, открывая свой кошелек. Но вы знаете, существуют определенные нюансы, из-за которых мы приходим к выводу, что носить фотографии в кошельке категорически нельзя. Самое главное, это то, что наши предки верили, что когда вы так носите фотографии в своем кошельке, это негативно сказывается на ауре тех людей, которых фотографии вы носите в кошельке. А значит, подводя итог, можно прийти к выводу о том, что в жизни дорогих вам людей начинают происходить не очень хорошие события, от которых, к сожалению, со временем, когда это все накапливается, то тяжело будет избавиться. И причина первая, почему мы считаем, что фотографии нельзя иметь в своем кошельке, это первая причина энергетическая. Вы должны понимать, что у любой фотографии очень мощная, достаточно сильная энергетика. Недаром многие колдуны, экстрасенсы, ведьмы проводят различные магические ритуалы и обряды, именно связанные с изображениями, с фотографиями. И, конечно же, деньги, с другой стороны, также обладают достаточно сильным энергетическим полем, который способен сильно влиять на человека. И получается следующая ситуация, что ваша фотография вашего любимого человека находится в вашем кошельке, а кошелек у нас с вами талисман для денег, и все это находится в эпицентре денежной энергии и пересекает ее. И при этом пересекая поток денег, и таким образом деньги отворачиваются от вас. И это начинает приводить к не всегда очень хорошим событиям. Конечно, кто-то сейчас скажет о том, что вот моя подруга, родственницы постоянно носят в кошельке, и у них нет никаких проблем. Девочки и мальчики, а вы знаете их настоящую жизнь? Конечно, кто-то сейчас скажет, конечно, знаю, я каждый день хожу, мы каждый день общаемся и так далее, и так далее. Вы должны понять, к сожалению, хотим мы или нет, но многие люди, 95%, являются скрытными очень и не рассказывают свои настоящие проблемы. Бывает так, что человек заимел вдруг телефон, потом заимел что какую-то дорогую вещь и так далее. И вы думаете, что человек хорошо зарабатывает, но в реальности человек может брать в кредит тот или иной товар. И сегодня это в нашем современном мире эта услуга достаточно каждый может воспользоваться не в любое время. И, соответственно, таким образом, не зная реальную картину, ситуацию, вы смотрите на других людей и говорите, ну, у того же хорошо, почему я не могу это делать? Вы должны понимать, что у вас должна быть именно своя точка зрения, свое понимание этой ситуации. Поэтому, если мы рассматриваем энергетическую часть этого вопроса, то вы должны понимать, что фотография имеет достаточно сильную энергетику. В то же время кошелек это у нас отвечает за деньги, за привлечение денег в ваш кошелек, за привлечение денег в вашу жизнь. И получается, когда ваша фотография или иконки, кто-то любит также отправлять в кошелек, это также очень сильно влияет на денежную энергию. Происходит дисбаланс, происходит в какой-то степени, знаете, как вот разгерметизация того, что кошелек перестает становиться кошельком в прямом смысле этого слова. Следующая причина – это связано с нашими предками. Вы знаете, в народе бытует суеверие, которое говорит нам о том, что человек, чью фотографию вы носите в кошельке, никогда не будет счастлив.
Людям, которые состоят в романтических отношениях, эта народная примета сулит скорое расставание и даже, возможно, разочарование в любви. В любом случае, наша народная примета говорит о том, что в действительности лучше всего отказаться от ношения фотографий в вашем кошельке. Поэтому, если вы любите своих близких, если вы любите своих родных и хотите как можно чаще любоваться ими, то просто возьмите фотографию, отправьте ее в фоторамку и поставьте на своем, например, рабочем столе. Или поставьте в том месте, где вам будет приятно смотреть. И с другой стороны, это будет точно безопасно. Не стремитесь. Вы должны понимать, что наши предки не просто так говорили о тех или иных народных приметах, о традициях, о суевериях, о нашем менталитете. Это все было неспроста. Только, к сожалению, мы сейчас в современном мире забываем об этих простых вещах, и это приводит к определенным последствиям, к сожалению, не всегда хорошим. Поэтому 10 раз подумайте перед тем, как вложить фотографию в свой кошелек. Кроме того, в кошелек категорически нельзя класть следующие вещи и предметы. Во-первых, кассовые чеки, билеты на общественный транспорт, а также билеты в театр, в кино, на концерты и так далее. Вы должны понимать, что это уже использованная вещь, и ей не место в вашем кошельке. Далее не стремитесь чужие визитки, какие бы они ни были, возможно, самые дорогие, или вы кому-то хотите кого-то удивить, отправлять их в свой кошелек. Не нужно. Для этого купите визитницу или купите, сейчас продаются всевозможные кошелечки именно для визиток и складывайте их там. Но кошелек должен быть для вас кошельком. Также не стоит оставлять в своем кошельке и всевозможные нерабочие банковские карты. Как только банковская карта перестала срок действия или у вас что-то с ней произошло по-разному, сразу ее приносите домой, разрезайте, благодарите за работу, благодарите за службу и выбрасывайте. Но не стоит их коллекционировать, потому что уже эта банковская карта, она с одной стороны не рабочая, а с другой стороны она не приносит вам уже энергию денег, а она приносит вам наоборот дисбаланс и разрушение в вашу жизнь. Также в кошельке никогда не храните лекарства, тем более просроченные, потому что таким образом вы, например, можете затормозить процесс выздоровления. И деньги постоянно будут уходить только на одну цель, на покупку ваших лекарств. Поэтому обязательно думайте об этом. Также, если вы нашли или, например, выиграли деньги, то именно эти деньги также не должны смешиваться с вашими деньгами в вашем кошельке. Во-первых, мы рекомендуем вообще никакие деньги не поднимать на улице, даже если вы решили, что высшие силы вам решили в данный момент помочь. Вы, друзья, должны понимать, что, как правило, деньги не могут априори валяться на земле, особенно если вы видите, что они на перекрестке. Возможно, кто-то сбросил таким образом свою какую-то негативную программу, а вы, подняв, тем самым не только активировали, но и взяли на себя вот эти все проблемы, которые принесут, к сожалению, вам не всегда хорошее и лучшее в вашу жизнь. Поэтому научитесь не жадничать, не будьте плюшкиными, которыми нужно все приносить в свой дом или в свою квартиру. И, конечно же, друзья, всегда уделяйте внимание своему кошельку. Помните, кошелек – это не место, куда вы должны складывать все свои записочки, все свои какие-то чеки, квитанции, банковские карты и все, что только вы можете себе предположить. Нет, у вас для этого есть сумка, у кого-то есть эта барсетка, используйте целенаправленно. Сумка для одних целей, барсетка для других целей. Не нужно это все менять. Помните о том, что деньги должны понимать и чувствовать, что вы понимаете, что такое денежная энергия, и понимаете, как правильно использовать эту энергию.
Друзья, мы надеемся, что наши советы, наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на любой, который вам интересен. Нажимайте и смотрите, там очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Мы вас всех любим, целуем, обнимаем. И, друзья, уже услышимся в следующем видео. Берегите себя, будьте здоровы. Всем мирного и голубого неба над головой.